like that. I get the shivers whenever I'm thinking about you. Just wanna leave and live without you. Be on my own again. I get the shivers whenever you go out of line, yeah. I feel it creeping down my spine, yeah. Wanna be alone again. Всем привет, ребят, меня зовут Владимир, вы на канале Иновский, и мы продолжаем сегодня Зайчика в черно-белом ненасыщенном варианте. Сегодня, Владимир, для тебя здесь. Пик, привет. Пик сегодня вовремя невероятно, понимаешь? Вот так вот иногда раз, кого не ждал, и тот уже и в чате, еще и первый. Смотри, как прекрасно. Короче, захватываю игру тебе немного раньше, чтобы тебе сразу же со звуком и сразу же чтобы работало, потому что такая, знаешь, капрезная игра. Ну-ка, захватывается? Ну-ка, захватись. О, захватилась. Смотри, у нас глава получается какая? Глава 2. Естественно, не помню, как называется, но где-то вот она отсюда начинается. Ну, это прям глава 2. Глава 2, почему-то заставку нам не дали. Че по звуку? Пик, ну-ка напиши ко мне. Звук тебе нормально? Или музыки тихо? Или музыки мало? Ну-ка. 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 Как будто бы меня много, а музыки мало, да? Ладно, я буду вот так. Вот так. Вот так. Ну все, вот так примерно. Все? Ты запомнил? Я запомнил. Ё-моё, появляется Полина в этой игре. Это первое появление Полины. Я еще Полину не озвучивал. Да я и других уже забыл, естественно. Потому что мне игры вообще на 20-очке уже много. А тебе-то что, игры мало? Ну ладно. Значит, Антон. Значит, в предыдущей серии мы прошли проверку на пацана, проверили все в гараже. Роман не прошел проверку на пацана, потому что Роман отвлекся. Что еще? Дорогой зритель в записи, который смотрит. Ну ты что, проспал стрим? Ну я понимаю, в принципе он для кого-то ранний. Для меня это прям утро, поэтому ладно, погнали. Антон, значит, я Антон, я выхожу со школы. Почему-то саму школу нам не показали. Ну, глава 2. Ну ладно, погнали. Ну что, идем? Идем. Не знаю, Полина будет... да, я был кручен бурей. Полина будет просто добрым голосом у меня. Извини, что заставила тебя ждать так долго. Ничего страшного. Это того стоило. Конечно, того стоило. Давай прогуляемся по лесу. Лес? Почему именно он? В свете недавних событий я бы туда лишний раз не совался. Да и вообще бы вот это вот все, да? Хотя, опять же, ну... А почему именно лес? В том поселке нет мест, в котором можно спокойно уединиться. Мы что, идем уединяться? Заговорив полушепотом, Полина приблизилась ко мне. Genius Horror, привет. Да, согласен, давно не виделись. И снова этот запах ежевики. Цири, это ты? Это что-то невероятное. Ты тут? Нет, я вышел. Да, прости, я отвлекся. Думаю, ты понимаешь, здесь все друг друга знают, сплетни и прочее. А что нам стесняться? Мы шестиклассники. Вообще, гуляем и вообще, и учимся. Полина стыдится меня? В ее голосе слышалось волнение, будто она что-то скрывала. Или же хотела уберечь меня от чего-то. Но ты не думай ничего такого.
Я уже подумал. Поздно. Поздно. Как тут не подумать? Ага. Да я и не подумаю. Я все понимаю. Да и не подумаю. Я рада. А я Антон. Спасибо тебе, Антош. Так. Окей. Отошла. Отошла. Идем? Да, пойдем. Ну все, пошли. Уединяться. Вглядываясь в ее прекрасные глаза, я пошлепал. Даже не заметил, как уже шел по дороге. Под ботинками хрустел белоснежный пушистый снег. А в воздухе витал приятный легкий ветерок. Вот, кстати, Пик, мы пока в этой истории, эта ветка начинается раньше, чем в оригинальной ветке нам показывают Ромины чувства к Полине. Поэтому, вероятно, в этой ветке еще пока мы не знаем, что будет. Может быть, и не любит, кто знает. В конце концов, мы здесь с Катей собирались диалоги мутить, крутить, а они еще не начались. Ее вообще, кстати, не было еще в этой версии. В нем даже чувствовалось что-то особенное в этом ветерке. Что-то весеннее. Я тут слышала кое-что. И что же? Спросил я задумчиво. Что ты с Ромкой теперь сдружился? Блин, у меня Катя получается, извините. Ну да, мы общаемся. Надо не перегибать с интонацией. Ну я не хулиган, честно. Будь с ним осторожней. Вот, так хорошо. От него можно ждать все, что угодно. Обещаю, ввязываться я во что-либо не буду. Я уже ввязался. Да я уже хулиган. Спасибо тебе. Житуха бандюгана. Повисло неловкое молчание. И говорить ничего не надо. Достаточно просто быть рядом с ней, изредка переглядываясь. Ну да, тоже верно. Тоже верно. Как прошел твой школьный день? Резкий и неожиданный вопрос поставил меня в ступор. Хо-хо. Действительно? Такой себе вопрос. Проходной. Ну, я снова не нашел, что ответить. Все как всегда. Ничего интересного. Абсолютно обычный день. Вот и у меня так же. Надоело уже так жить. Да, доживетесь еще там. Нет, здесь нет озвучки. Здесь есть кнопка авточтения, но она, кажется, не выполняет свои функции. Я думаю, если бы она выполняла свои функции, это был бы вот это машинное чтение. Да. Так в оригинальной игре тоже она как-то не работала. Ты ее жмешь, и ничего не происходило. Тут нет озвучки всего текста. Ну и в оригинале тоже. Хочется чего-то большего. Чем это захолустье? Уже ты в таком раннем возрасте успела устать от захолустья? Я тебя понимаю. Скучаешь по городской жизни? Не особо, если честно. Она быстро надоедает. Я бы сейчас все отдала, чтобы поехать в большой город. И особенно повидать другие страны. Повезло людям, которые живут где-нибудь во Франции или Италии. Особенно в Польше. С их ароматными бомжами по воскресеньям. Я помню, читал книжку про Францию прошлых веков. У них было крайне неспокойно. Очень много революций и кровопролитий. Все как вы это любите. Никогда не понимала, почему нельзя жить спокойно. Всегда нужно устраивать свои войны, погромы, революции. Это ужасно. Но с другой стороны, что может быть с другой стороны кровопролития? Это очень романтично. Да, особенно читать про кровопролитие, а не участвовать в них. Можно писать рассказы, сочинять стихи, композировать музыку. Хоть и очень грустную. Ну да. О, Антон, красавчик, ну да. Of course. Это все, что я мог сказать. Краткий и довольно глупый ответ. Довольно глупый ответ. Ну да, довольно.
А говорят еще краткая сестра таланта. Краткая сестра таланта? Ну да, это ее уродский племянник. Или там, ну как ты понял, короче. Уродский троюродный брат. Ну да. Ну его к черту. Кого? Меня? О, так мы до лесу не дошли еще. Все, хватит быть зажатым в себе маминым сыночком. Ты че устроил, Антон? Полегче. В Лего Хогвартс не играл, Пик, я играл в Лего какой-то там другой, не помню. Но у меня есть Лего, Лего есть. Передо мной стоит классная девочка, а я веду себя как хлюпик. Сейчас возьму и как испорчу отношения. Ох, это я люблю. О, ты очень красивая сегодня. Не фасе, я дурак. Держите меня. Я имел в виду... ну, а что можно иметь в виду? Ну, что ты и не именно сегодня красивая. Нет, ты красивая и сегодня, но не именно сейчас, а всегда. Красавчик. Выкрутился. Идиот. Ну, да ладно, скажи, ну да, ты же умеешь. Спасибо, Антон. Мне очень приятно. Если честно, я не ожидала от тебя такого резкого, как это называется, поворот событий. А где же тот застенчивый Антошка, который мне так нравился? Да в смысле, а чё? Ну ладно. Ну, примем на заметку. Того Антона больше нет. Остался лишь этот храбрый рыцарь. Рыцарь, ты что устроил? Позвольте сопроводить вас. А, прекрасный рыцарь. А раз моего Антона больше нет, тогда я вынужден вас покинуть. Ну, блин, логично. Красава. Полина тоже красава. Стойте, миледи. Максим, привет. Я отведу вас к вашему другу. Прекрасный рыцарь, я вам так благодарна. Но я не могу, простите. Без него никак. Какая же хитрая. Красава, Полина тоже вообще-то нормально прописано. Я шагнул ближе. Шо, шестиклассник, успокойся. Так, куда же вы? Совсем одна в лесу. Там мы в деревне. Ты что, эти же вокруг, избы, дома. Не бойтесь, прекрасный рыцарь, со мной все будет в порядке. Произнеся это полушепотом, Полина взяла меня за руку. Мое тело наполнилось чувством. Чувством непонятным и необъяснимым. Так вот. Необъяснимые чувства, они вот они. Я хотел сказать тебе. Ты мне нравишься. Полина мило вздохнула. Ах, как это трогательно. Хочется взяться за скрипку и сыграть мелодию своей души. Как я рада, Антон. Ты мне нравишься тоже. Так. Ах. И что? И все? Это что, сон? Не может быть. Я прикрыл глаза. А в голове крутилось лишь одно слово. Помогите. Полина. Смутно припоминаю, что мы шли по лесу. А мы вообще шли по лесу? Или я опять таблетки не принял? Может, это сон? В этой игре все сон. Здесь может быть что-то не сон. Если так, то я его совсем не запомнил. А жаль. Да, было бы неплохо поиграть в этот сон. Ладно, пора идти в школу. В смысле? Я надел очки, а следом школьную форму. Ненавижу утро. В голове будто груз, который тянет тебя обратно вниз. А еще утром живот крутит, будто водоворот. Только вот настроения завтракать нет. В смысле хочется есть? Ага. Угу. Да. О! Не, ну если хочется есть, то надо идти. Да? Все-таки поесть перед школой стоит. Точно? Давай.
Я же не хочу, чтобы ребята на уроках слышали, как урчит мой живот. Вот сейчас по-любому мы поедим, а в школе будет физкультура, и нам станет плохо. Что-нибудь типа такого, да? Есть же игры с неожиданным твистом. Перед тем, как открыть холодильник, я заметил, что календарь показывает неправильную дату. Так, а чем мы можем? Подожди. О. Не работает. Есть радио. Я полетел к календарю. 27 марта. Кто-то из нас и правда запутался во времени. Вырвать лист? Я принялся перелистывать календарь, пытаясь найти верную дату. Доктор кто? Ачивка? И наконец, найдя нужную дату, я аккуратно подогнал листок. Я доктор Антон. Здесь есть внутриигровые ачивки. И мы одну получили только что. Так, окно не открывается, стул не отодвигается, радио включается. С помощью этого радио можно уловить лишь старый шансон и последние новости поселка. Так как шансон никому не нравился и не нравится, а новости всегда плохие, мы его не включаем. Так что, включить нельзя? Так, а на холодильничке можно что-то потыкать? Что, нельзя? Можно только открыть? Ладно, я открываю. Океан. Недолго думая, я схватил банку сгущенки и хлеб. В этом мы с Олей похожи. Сгущенку оба любим. Помню, как мама рассказывала, что я, будучи очень маленьким, сгущенку ложками ел, а потом валялся в кровати и плакал, потому что она кончилась. Так. Съев второй бутерброд, я запил его все водой и убрал со стола. А как же чаек? Воймикс. Я ел в детстве Воймикс. Ну все, пора в путь. Собравшись, я вышел на улицу. Это была комната для ачивки, да, наверное? Чай, индийский чай, запил водой. Антон, прощай. Темно. Ой, смотри, какой фончик, а? Класс. Надо будет взять его куда-нибудь, на какой-нибудь превью-мовью. Превью I love you. Темно. Но недолго властвовать ночи. Придет рассвет, и с ним лучи. Антон, ты что, воды напился с сгущенкой? А вслед за ним уже звонок на первый урок, нудный мой урок. Что? Окей, погнали. Блин, или вот эту взять, я даже не знаю. Который раз прохожу здесь, и сердце начинает биться сильнее. Ну-ка. Кайф? Ты смотри, а. Гифка за гифкой я это называю. Хорошо? Ляпота. Словно это место для меня что-то значит. Легко чувствовать волнение. Что? Легкое чувство волнения разразилось в грудной клетке. Что происходит? Может, рассказать родителям о проблемах с сердцем? А может быть, Антону надо было пить таблетки? Хотя лучше не стоит. У них своих проблем хватает, а у меня свои. Да? Ага. Стрим будет идти до 3 главы. Мы будем проходить главами, я думаю, их не так уж много, поэтому, наверное, сколько-то? Наверное, час, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 3, 5, вот это вот. Это улица. Проходя по ней, вспоминая о первой встрече с Алисой. Что? Первой встрече с... Что? Вспоминая о первой встрече с Алисой, сами выбираются из глубин подсознания. Воспоминания, а не вспоминая. Ага, воспоминания. Угу. Если вспомнить, это было довольно пугающе. Где же сейчас эта плутовка? Неужели все было лишь сном? Я считаю, что в этой версии игры слишком много слова сон на квадратную минуту игры. Слирчик, привет. Нет, на этой неделе я стримы утренние, потому что я работаю с обеда. Такие вот реалии. И это все не сон. Все было таким реалистичным. Как будто бы Владимир работает на заводе. Я не понимаю людей, встающих с утра пораньше. Антон, это ты еще на заводе не работал. Ты все еще поймешь. Я тоже не понимал. Возможно, это у них вошло в привычку. Да, желание кушать и получать деньги, чтобы кушать. Работа, школа, другие дела. Удивительно, что по пути я еще никого не встретил. Это правда, ведь таблетки я не пью уже второй день. Одному идти даже как-то непривычно.
Как бы я хотел ходить в школу вместе с Полиной. Ну ничего, друзей я еще навыдумываю. И уходить домой тоже с Полиной. Мечтать не вредно. Ну, радуйся, что у тебя хотя бы Полина есть где-то в классе. У кого-то и Полина нет. И в классе. Какие интересные переходы. А вот и школа. На удивление слишком пустая. Это точно наши глюки. Ни старшеклассников, курящих на крыльце, ни машин, никого. Может, это я пришел слишком рано? А ты что здесь? Так, начинается новая роль. Петров, решил пораньше в школу прийти? Да нет, уродская, сейчас я подберу. Змея подкралась. Зимняя змея застенчивой ивы. Так. Нет, конечно, зачем мне другие летсплеи? Так. Нет, я смотрел когда-то оригинального зайчика у Купельного, по-моему, но давно, очень. Так, на время не глянул, вот рано и пришел. Холодно, ответил я. А ты почему здесь? Да, это же не так уж и просто, их тут слишком много. Тебя это, Петров, никак не касается. Мне нужен стервозный, ну как же, конечно не касается. Ты же Смирнова, тут стоишь и жертву своих сплетен высматриваешь. Пойду-ка я лучше, пока ты на меня не набросилась, змея. Тварь. Змея, тварь подколодная. Странная злоба закипела во мне. Что же я делаю? Так я же не пытаюсь, Слирчик, я же не пытаюсь сделать пародию на кого-то. У меня есть своя Катя, тем более я знаю ее озвучку оригинальную. И на канале она есть в шортах, так что проходи, смотри. Там вообще озвучка много кого. Я же наоборот хотел наладить с ней отношения, а не портить их еще больше. Ну-ну, Антошка. Урыло закопал. В глазах Кати блеснули злые, надменные огоньки, но ничего более не последовало. Она молча развернулась и просто двинулась ко входу в школу. Слушай, ну нам не дали, однако сработало. Нам не дали варианта выбирать между Катей и Полиной. И, ну, мы уже сказали Полине, что она нам нравится. Ну это уже что? Это уже провокация на какую-то шестиклассную вот эту, ну не измену, а... Ну что, это предательство будет, если мы сейчас... Вдруг начнем отношения с Катей после того, как мы начали отношения с Полиной. Ладно, нам дали развилку хотя бы там. Туда-сюда, кого там, того-сего. Но я все еще не уверен, что это было правильным решением. Это не я сказал, это в игре. Так что вот это вот... Это странно. Я бы попробовал бы арку с Катей, но что-то как-то вот уже как будто бы другая началась. Как и снаружи, внутри школа была тоже пустая. Подходя к классу, я заметила, что дверь была закрыта, и мне ничего не оставалось, как ждать. Да, ну кстати, почему нет? Так вон же стоит... А, вот еще. Спустя время начал слышать топот шагов, и некоторые необитаемый... и некогда необитаемый коридор стал оживляться. Ребята вокруг общались друг с другом, смеялись, а я одиноко стоял и смотрел в стену, изредка поглядывая на остальных. Поскорее бы пришли Ромка с Бяшей. Сейчас они появятся, я чувствую. Прозвенел звонок. Так. Телепортейшн. Ну, окей, это же Хогвартс. Ты что, не заметил? Так, а это что? Оставленное уборщицей ведро источало не очень приятный запах. Заглянув в него, я заметил плавающую в воде бумажку с размытой надписью «Погуляем после школы». Наверняка отправитель так и не решился его использовать и выкинул сюда. Уборщице будет очень приятно, да. Так, уборщица будет очень приятно. Это уборщицу кто-то хотел пригласить. Погулять после уроков. Так, вроде больше ничего не тыкается. Да? Ачивку нам не дали? Ладно, пойдем. Кабинет 204. Ага. Все вошли в класс и сели.
Однако место Кати и Полины, а также Ромы и Бяши оставалось пустым. О, Катя точно не могла опоздать, как и Полина. А вот друзья сейчас могли прогуливать. Ой-е. Так. Только зачем, если мы уже сделали все, что хотели? Привет, Властелин Камня. Мы здесь пытаемся озвучивать всех грамотно, красиво. Ну и, судя по всему, с Полиной отношения налаживаем. Потому что Катю нам уже как бы не дали, а Полине мы уже признались. Азер Стори, Тини Бани. Катя с Полиной зашли вместе с Лилией Павловной. Павловна. Блин, Павловна, вот это отчество у вас, конечно. На улице уже скоро светать будет. А ребят так и не видно. Я надеялся, что сегодня они все-таки придут. Не хотелось бы помереть со скуки. Блин, у тебя Полина пришла, развлекайся тут, это ж тебе что вообще? Эти. Да и в конце концов, может быть, на урок внимания обратишь. Ну, весь класс дружно, но безэмоционально что? Поздоровался с учительницей. Ага. Учитель, добрый день. Ну, как-то так. Сегодня начнем с урока литературы. Итак, Петров. Видимо, она хотела спросить меня первым, но ее прервал стук в дверь. Лилию Павловну... ну блин, у Лилии Павловны такой голос. Очень колоритный, я бы сказал. Трудно Лилию Павловну вообще-то озвучивать. Рома. Можно войти? Стоп, это был Рома, подожди. Можно войти? Это мы опоздали. Додики, бутербродики. Так, вы который раз срываете урок? Мама, получилось. Мало того, что вы двое на пару с Петровым прогуляли вчера нужную тему, так еще и сегодня опоздали. Как это такая? Сели, и чтобы я вас не слышала. Ну, такая какая-то. Пойдет. Явились, не запылили. Так, явились, не запылились. Это автор. Это я, оригинал. Как всегда в своем репертуаре. Раздался еще один стук. Так, кто бы это мог быть? В классе полный состав. Ну, кто там еще? Завуч. Лилия Павловна, к вам пришли с профилактической беседой. Я и забыла, входите. Не всех персонажей собрали, просто никого нового не рисовали. В класс размеренно вошел милиционер. Его лицо показалось незнакомым. Вроде он приходил к нам в другой игре, в другой вселенной. К нам домой про Вову спрашивал. Так, ну да, было. Что ему сейчас-то нужно? Мы же уже Семена запинали. Он узнал, что я вор? Ну да, у нас же тут другая ветка немного. Или думает, что я причастен к пропаже Семена. Ну вот и Семен тоже. Здравствуйте, дети. Так, ну еще из-за этого дядю. Здравствуйте, товарищ милиционер. Воспитанный, это хорошо. Я ненадолго. Лилия Павловна. Я дам столько времени, сколько вам потребуется, не переживайте. Благодарю вас. Холод и дрожь побежали по ногам. Он посмотрел на меня. Так, внутри все оцепенело. Пожалуйста, только не я. О нет! Step back. Все-таки я. Петров Антон? Да, это я. Мой голос дрожал. О, Петр, привет. Пожалуйста, лишь бы Полина и Катя этого не заметили. А Катя-то чё? Ладно, Полина, а Катя-то чё? Анимацию Кати, анимацию Кати не делали. Ее и не было, потому что в оригинальной игре. Не бойся, ничего серьезного. Как тут не бояться? Я по поводу пропажи Семена. Я узнал, что у тебя с ним был конфликт недавно. Не расскажешь, в чем дело?
При всем классе? Может быть, вы мне допрос при всем классе устроите? Вызовите меня отдельно. Да поговорим. Мы с ним повздорили немного. Ничего особенного. Кроме ежедневных издевательств. Расскажи все, что было. Он задирался, ну, я его и ударил. Не сильно. Ногами, в лесу. Милиционер удивленно кивнул, будто сначала не поверил моим словам. Бабурин всегда был проблемным ребенком, с шилом кое-где и кое-как. Но у меня тут кое-что есть. Это нож. Из бочины Семена. Что скажешь? Рабочая тетрадь по алгебре. Угу. Узнаешь? Откуда у него моя тетрадка? Ну мы-то знаем. Черт, наверняка выпало, когда Ромка потрошил рюкзак. А, да, узнаю. Она же подписанная. Дядя милиционер. Она была найдена трактористом. Когда ты сказал 300 в лесу? Как раз в том самом месте, где последний раз видели пропавшего Бабурина. У тебя есть объяснение? Я в школу через лес хожу. Могла выпасть легко. С трудом далась мне эта половина правды. Через лес? Случаем там не видел кого подозрительного? Еще как видел. Мне... так, не стоило ли сейчас говорить ему? Я думаю, не стоило. А то мы все вместе на малолетку уедем. Думаю, да. Но записку пока приберегу. Видел. Кого? А вот тут уже сложно. Описать его внятно и сейчас вряд ли я смог бы. Да и голос дрожал. Александр, привет. Я могу нарисовать. Вот как? Да ты что? Сальвадор Антони? Ну садись, рисуй. Милиционер достал лист бумаги и положил мне на стол. Подожди, а что, в этой главе мы типа тоже знаем? Да? Это для тех, кто играл в оригинал. Я понимаю. Посмотрев на них несколько секунд, я уже понял, с чего нужно начать. Или я автоматически... окей, хорош. Так, и последний штрих. Штрих-пыпых. Тыщ-пыпых. Жах-бабах. Похож. Готов. Так. Я встал и отдал милиционеру рисунок. Hero Play, привет. Ну, всегда можно перемотать или посмотреть запись. Я встал и отдал рисунок. Так, что тут у нас? Пауза повисла. О, так это же точь-в-точь он. Зайчья губа. Любимый. Такая музыка началась, как будто они реально друг друга искали 50 лет и здесь нашлись. Я думал, он дальше гастролировать ушел. Кто? Гастролер? Так. Что? Ща, подожди. Гастролировать ушел. Ага. А он, оказывается, здесь отирается. Ну, мальчик, ну, молодец. В классе все притихли, внимательно смотря за каждым моим движением. Дрожь постепенно стихла. Слушай, нам даже не дали выбрать эту геройскую ачивку. Милиционер подошел к доске. Угу. Ну, Антошка! Хоть какая-то зацепка есть. Ребята, не переживайте. Найдем вашего Бабурина. И ускакал в припрыжку, насвистывая. Я тебе, Антон... А тебе, Антон, я советую обратиться в школу художеств. Там тебя с руками оторвут и будешь без рук. После милиционер рассказал нам о правилах поведения и мерах личной безопасности. Класс. Ну ладно, дети. Будьте осторожны. Всего доброго. До свидания. Стоп, это класс говорит. До свидания. Все, пока. Он ушел. Но в ту же секунду зазвенел звонок, ознаменовав окончание урока. Рома с Бяшей сразу вышли в коридор. Естественно. Лилия Павловна подозвала к себе Полину и Катю и тоже вышла из класса. Остальные ноунеймы, может, как-то тоже поучаствуют. Ну, хотя бы так.
Неправильно делать? А что здесь можно неправильно делать? Ты что? Я свою жизнь живу. Если буду делать неправильно, значит такова моя судьба. Таков мой урок. Почему бы и мне не прогуляться? Так, а подожди, я не хочу выходить. Здесь по-любому можно что-то еще. Ага. О, часы. И как только начинается перемена, стрелки играют на перегонки. Ну да, логично. Вот бы такое время урока. Ну, какие метафоры. Чего музыка такая добрая? Книга — это духовное завещание одного поколения другому. Сложно поспорить. Если, конечно же, ты не Сема Бабурин. Если ты не Бабур Семенов. Так, а что здесь что? Я не... вижу. Острые, как бритва лезвий этого растения уныло свисали вниз. На их месте я бы делал то же самое. Не очень интересно слушать монотонный голос Лили Павловны. Кстати, подожди, в 6 классе уже же это самое. Что происходит? Что это за звук? Как будто кто стучит пальцами по окнам. Реальность? Еще дальше. О, вау, интерактив. О, вау, руки. Это что, зайчья губа? Это будет скример? Посмотрев налево, я заприметил в окне странные кляксы, которые что-то напоминали мне. Это отпечатки ладони. И поцелуй зайчьей губы. И, скорее всего, они были сделаны снаружи. Волчок? Кто это? Что ему нужно? Я один его заметил. Ох, черт. Что со мной происходит? Зря я стал так рано. Спать 5 часов в таком возрасте не очень-то и полезно. Ну, как раз таки в том возрасте еще 5 часов поспать как раз таки возможно. Показалось. Точно? Ты глаза он так протер? Так, ну это даже не ачивка. Еще можно, у нас голова не открутится. А че они все на перемене сидят? Это что за 6 класс такой? Не настоящий. Нарисованный. Так, ну ничего не протыкивается. Они решили еще что-то здесь посмотреть. Идите играйте. Живите свою 6-классную жизнь. Ладно, пойдем. Пойдем в путь навстречу новым диалогам. Да, можно мне, кстати, вот Петр спросил меня, здесь теперь офигеть донатить можно в какую угодно сторону. Можно супер стикером, можно супер чатом, можно супер спасибо. Если ты, дорогой друг, готов поддержать меня денежкой, то пожалуйста. Все возможно, все для меня в этот раз. Я спустился к раковинам у столовой, чтобы умыться холодной водой. Кстати, я еще введу спонсорскую штуку-дрюку для платной подписки ежемесячной. И там будет особый стикер, как у спонсора. Спонсор будет всегда в чате выделяться особым стикером. Да, вообще, вот. Ну, Петр, я уже обещал, что мы отпразднуем первую булку хлеба с Ютуба. Будем есть ее прямо во время какой-нибудь новеллы, чтобы я ел хлеб и читал. Если это будет во время прохождения зайчика, то придется есть с сгущенкой. Вот, озвучка будет не очень. Но придется. Что делать? Я вернулся в класс. Так что, в смысле, общаться будем там с кем-то? Ко мне подошла девочка. Одна девочка? Всего лишь одна? Вот так вот. Кто-то из класса. Держи, лох. Она вложила мне в руку мятную конфету. Вау. О май. Что? С чего вдруг такая щедрость? Кто-то из класса. Я видела, как ты с того старшилу нарисовал. Красавчик. А можешь и меня нарисовать, пожалуйста? О, кто-то из класса. И меня, можешь меня тоже, Антон? Это тоже девочка? Так, мальчиков не рисую. Антоха, а можешь Ван Дамма нарисовать? Я на стену повешу. Казалось, все одноклассники сбежались ко мне. Никогда я еще не чувствовал себя так хорошо в центре внимания. Я был действительно важным для них. Слава пришла незаметно. О, Катя. Ребятки, а ну-ка разойдитесь.
Так, нет. Блин, я Катю забыл опять, как озвучивать. Антоша уже обещал меня первый нарисовать. По дружбе. Да-да-да. Да-да-да. О, такого выражения лица я не помню, кстати. Из оригинала. Так, ну хорошо, да-да-да, мы уже послушали. Правда же, Антуан? Опять она? Он ничего ей не обещал. Но это же хороший шанс наладить с ней отношения. Блин, я не хочу начинать любовную арку с Катей, когда уже начал какую-то любовную арку с Полиной. Это неправильно. Хотя... Кого я обманываю? Это же игра. Это правда, ребята. Извините. Че, серьезно? Вот так вот? Я обещал ей еще давно. А потом... А так, что? А потом нас нарисуешь после нее? Ну, естественно. Чувствую, мои пальцы будут болеть. О май. Да, постараюсь. Девочки, только вы особенно не надейтесь. На рисунке я хочу выглядеть неотразимой. А значит, Антон потратит на меня много времени. Сколько нужно? Много времени? Да, я минимум рядом с тобой... Что? Не отстоял бы. Что? А я и минуту рядом с тобой не отстоял бы. Да-да-да. 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 Так, ну да, надо вот это вот зацепочку эту хватануть. А все девочки, кроме Кати, разошлись с хмурым видом. А теперь слушай. Скотенок. Мне твои парисульки и даром не сдались, вонючка. Не нужны? А для чего ты тогда все это? Я вижу, ты в последнее время больно храбрый стал, пес. В каком смысле? Не знаю, можно ли считать это комплиментом, но во мне явно проснулся интерес. В прямом. Это похвально. О чем ты вообще говоришь? Если Катя думает, что я стану ее мальчиком на побегушках, то она сильно ошибается. Не нервничай, слабак. Да, губы дорисованные, да, ты видишь? Ну хорош, хорош. Это похвально. Дорисовали. Я имею в виду, что не ожидала от тебя такой прямолинейности. О, Богдан, привет. Ты же был изгоем, неприкаянным. Саной тряпкой. Может, и пропал бы следующим. Неожиданно слышать такое от Кати. Я даже немного засмущался. Ну, чё уставился? Целуй меня скорее. Топай учебники менять. На этом наш странный короткий разговор, видимо, подошел к концу. Я еще раз с подозрением взглянул в лицо Кати и, развернувшись, направился к своей парте. Ха, извращенец. Что? По привычке сказала она. Ее ехидная улыбка не давала мне покоя. Что происходит? Она имела в виду ту стычку утром? Или пожелание? А я тогда даже не хотел ее обижать. Или хотел. О, может и хотел, реально. Сиджей, привет. Да тут вообще капец. Здесь вообще... Тут я вообще ничего не понимаю. Тут Алисы почти что нет. С Полиной мы уже вообще на прямой этой самой ноге руки общаемся. И тут вот это вот еще. Наконец-то школьный день окончен. Сегодня было довольно тяжело. Мало того, что я вообще не сделал домашнее задание, так еще и урок физкультуры был последним. О май гад. Еще этот странный разговор с Катей. Почему нам урок физкультуры не показали? Я хотел посмотреть. После чего мы больше не пересекались. Наверное, она ушла домой. Последую ее примеру. О. Ну вы серьезно? Сейчас будет какой-то вот этот вот все. Привет еще раз, Антошка. Лепешка коровья. Антошка коровья лепешка. Ну привет. Ты что-то хотела? Хотела. Тут слушок ходит. Мол, ты с Бабуриным в лесу подрался. После чего тот пропал. И многие другие думают, что в его пропаже замешан ты, Антошка, коровья лепешка. Резко. Кать, ты извини, но мне пора. Пока, Кать. Антон, не заставляй меня изменить мнение о тебе.
Просто расскажи все, что знаешь. В этом же нет ничего сложного. А зачем тебе это? Может, Катя Ромке помогала? Хотя, Ромка тогда должен был рассказать ей все. Ах, Петров, извращенец. Тяжело найти тебя. Тяжело найти с тобой общий язык. Ну, в лесу подрались. Как обычно, в принципе, дерутся в лесу. Рассчитывая на лесу. Но она не помогла. Прозвучало это так, словно в лесу уже давно есть бойцовский клуб имени Антона Шварценеггера. Почему-то. Ухмыльнувшись собственной же шутке, я вспомнил, что рядом стоит... Что? Что рядом стоит Катя и резко поменялся в лице. А чё так музыка-то заорала? Пока, Слирчик, пока. Сильно досталось? С улыбкой спросила она. Ну, вообще-то нет, я его побил. Ты? Коровья лепешка? Его? Ха! Я, конечно, не сомневаюсь, что ты можешь его ударить, но... Побить? Ахаха. Так, ну смех был, не стоило озвучивать второй раз. Как же это вымораживает. Ее смех противнее скрежета ножа об железо. Главное, держать себя в руках. Если будешь себя так вести, я развернусь и пойду домой. Черт, это прозвучало слишком по-детски. Ха, хорошо, бедненький. Буду подбирать слова. Ну, а дальше что? Целовать меня будешь? Так, мне нужно уже и Ромку с Бяшей под... А ты что? Там мне уже и Ромка с Бяшей подсобили. Да, музыка, она, видишь, она то тише, то капец. А я стараюсь тоже не орать, потому что иначе будет громко. Подсобили, говоришь? Катя что-то подозревала. Я имел в виду, заточкой пырнули. Конечно же нет. Попался ты, Петров. Я всегда знала, что ты в этом замешан. Ты так любезно купился на мое внимание к тебе, Антошка, коровья лепешка. Хотел за своими сразу побегать. А, за всеми? Сначала Полиночка, а потом я. Благодари меня за то, что я не рассказала ей о том, как ты меня излапал на глазах всего класса, извращенец. Жалкий Антошка. Не можешь даже за себя постоять. Так что я и решила расколоть тебя, как гнилой орешек. И не помогли тебе твои жалкие рисуночки, да? Ведь ты даже с людьми общаться не умеешь. Замолчи. Ох ты какой. Настоящий лев. Что, ударишь меня, лох? И если не замолчу, то что, Антошка? Пырнешь меня ножом? Нарисуешь меня? Ярость внутри закипела и с невероятной силой. От ее лисьей противной ухмылки и кулаки сжались сами по себе. Так, ну это мы видели в оригинале. Язык прикусил. Или твой крошечный мозг больше не в состоянии воспринимать информацию? Я сделал глубокий вдох. Кать, прости меня. Небось ты... Что? Я не хотел злиться. И не хотел портить с ней отношения еще больше. Хотя, куда уже больше. Эта стерва высасывала из меня все соки ежедневно. О май. Эх, искренне надеюсь, что она не такая, какой кажется. О, неожиданный твист и новые нарисованные губы. Вот там. Но на самом деле, случайно тебя задел тогда. И этот Семен меня толкнул. Миллион иголок воткнулись в мои легкие, не давая дышать полной грудью. Этот неловкий момент, кажется, длился вечность. Лицо Кати изменилось. И? Что ты этим хочешь сказать? Я просто решил извиниться за тот случай. Ну, чтобы ты ничего такого не думала и не обижалась на меня. Вовремя. И ты что, серьезно думал, что это поможет? Ну, да. Допустим. Ты доволен?
Ты разбил мне сердце, Антоша. Целуй меня, глупыш. Да, наверное. Мое сердце сжалось. Наконец-то пришло осознание того, что я никогда не говорил с Катей. Нормально. Мы только постоянно ссорились и грызлись, как дикие собаки. Мне пора. Нифига себе! Посмотри, как другой человек вообще. Пошла обдумывать предложение мира. Катя, посмотрев на меня с странным взглядом, быстро ретировалась. О, какие слова. Вот черт. Оставшись один, я выдохнул и задумался. Либо я что-то не так сделал, либо она просто ожидала от меня другого, не такого. Ну, у меня получилось хотя бы на минуту заставить ее задуматься. Надеюсь, это поможет. Пора домой. Пошел домой. Шел, пошел домой. Идя мимо темных деревьев и жутких кустов, ветки которых торчали из сугробов, словно ребра из гниющего трупа, я размышлял. Катя ведь знала про то, что мы с Полиной друзья. И она может столько всего насочинять, что это непременно отразится как на мне, так и на Полине. Я очень не хочу ее расстраивать. Придется завтра обсудить это с Катей, как бы мне того не хотелось. И вот я снова иду домой. Переходы долгие. Здесь все-таки, ну, если нужна динамику, то переходы как-то сбивают динамику, мне кажется. А вот и дом. Моя защита, моя крепость, моя развалюха. Но внутри, кстати, неплохо. Немножко черно-бело. Мама, Оля? Я дома. Ответа не последовало. Наверное, мама смотрит сериал, а Оля русалочку. Ну и ладно, пойду к себе. Скинул рюкзак на пол, уселся на кровать. И так каждый день. Школа, странные разговоры, дом. Но нравилось ли мне это? Но нравится ли это мне? Трудно сказать. Посредственные друзья, которые предадут, если дашь им волю эмоциям. Или напыщенная староста Катя. Старая Катя. Фу, когда твоя Катя старая. Но есть и хорошая. Да и ладно. Оле вон вообще запрещено из дома выходить. Надо бы ее проведать. Оль, привет. Зайдя в комнату к сестре, я по привычке поздоровался. Только здесь никого не было. Опять, наверное, в прятки играет. Оля, выходи. Я раздраженно вздохнул. Оль, если ты не ответишь, я больше не буду смотреть с тобой мультики. О, придется искать. Может, дома никого нет вообще? Владимир, привет. Страшно? Ну, вроде бы пока еще не сильно. Так, во двор, на кухню, в комнату. Подожди, ну го на кухню. На кухне никого не было. Обычно, если Оли не было в своей комнате, значит, и искать ее нужно было на кухне. Но, видимо, не в этот раз. Ну, правильно, я же в комнате уже смотрел. Ну, давай в комнату, окей. Есть ощущение, что просто дома никого нет. Абсурд. Я недавно выходил из своей комнаты. Оли в ней не было. Впрочем, ничего не изменилось, если сейчас ее и нет. Хотя, возможно, все. Это же Оля. То есть ее не было и нет. Нет, Владимир, на Fall Guys было мало человек, поэтому Fall Guys будет очень не скоро. Косимус, привет. Господа, не забывайте оставлять лайки. Хоть мама и спрятала наверх... Что? Верхнюю одежду, это не особо помешало бы Оле выйти. Накинув куртку, я вышел на улицу. Так и мамы что-то нет. И Оли что-то нет. Оля! Прокричав имя, я ненароком вспомнил Вову. Те крики до сих пор звенят у меня в ушах. Го во двор, там опасно. Го. Сейчас только ружье свое захвачу. Может, зря я тогда забрал эту варежку? Возможно, если бы не я, милиция бы уже давно нашла Вову.
Олю потеряли, и Олю, и маму. Кстати, почему мы не ищем маму? Почему именно Олю? Но возвращать ее на место сейчас уже не было смысла. Надо о ней рассказать Ромке с Бяшей. А может быть, ты ее отнесешь в полицию? Но позже, сейчас главное найти сестру. Оля, подай знак, пожалуйста. Оля, Оленька. Оля. Вспомнив пропавшую девочку Сеню, я на мгновение подумал, что моя сестра? Ну и здравствуйте, скримеры. Так она дома сидит? Нет, вот мы пришли, ни мамы, ни Оли, никого нет дома, представляешь? В репортаже говорилось, что если ты видишь в окнах страшные глаза, то скоро он придет за тобой. Сейчас будут скримеры. Скоро. Оля как раз видела сову и ее страшные кошмарные глаза. И не только она. В горле застрял ком, а на глазах заблестели слезы. Оля сказала, что видела лису. Если с моей сестрой что-то случилось... Я всеку ей. Я вырву ей маску вместе с ее лживым лицом. Нормально, я напугался. Что я такое говорю? Нет, это не Полина. Так, что такое говорю? Алиса, моя подруга. А где она, кстати, вообще? Не стоило мне так думать. Но моя Оля. Нет, что с... Нет, с ней все хорошо. Оля. Оленька, черт. Чувствую першение в горле. Я возвращался домой. Нужно поискать какие-то зацепки. Зацепки. Мои руки дрожали. Выступившие слезы стали заслонять взор. Если с ней что-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. Так, ну с мамой они ушли. Мамы что же нет? Чё ты, Антон? Если с ней что-нибудь случится, я этого не переживу. Зайдя в дом, я снял с себя куртку, сунув шапку в карман. Может, я что-то упустил в комнате? Уже собравшись опять подниматься, я услышал странные звуки, доносящиеся из кладовки. Мыши? Скример? Мама сказала, что всех потравили. Стоило ли открывать? Глупый вопрос. Конечно же, да. Так, а у нас нет выбора. А у меня нет выбора, я все это открываю. С настороженностью посмотрев на дверцу, я все же решился ее распахнуть, потому что я не мог решить другого. Ага! Испугался? Я, схватив топор, чуть не ударил Олю. В последний момент я успел опереться на стену, чтобы не рухнуть на пол. Ты что творишь? Я тебя везде уже обыскался. Держа в узде свой дрожащий голос, я не хотел показать свой испуг Оле. Ты чего? Вообще не испугался. Оля грустно посмотрела на меня. И что мне ей сказать? Ну ладно, ест только совсем немного. Сикнул. Я победила! Ты не мог меня найти! Так еще испугался! Ачивка, Антон. Антон сыкнул. Достигнута. Простак, Антон. Ты же вроде всегда боялась кладовой. Помнишь, ты мне говорил, что нужно достигать своих целей. Я и бицепс накачала. И сальто назад делать научилась. Моя цель была победить тебя в прятках. Как видишь, я ее достигла. Я был рад снова увидеть улыбку своей сестры в любом случае. А еще я был рад, что она дома, цела и невредима. А ты знаешь, где мама? Мама сказала, что ушла с папой какие-то бумажки подписывать. Бумажки с папой? Они же не умеют писать. Ладно. Мама не любила выходить из дома, тем более с папой. В теле появилась тяжесть, разум помутнился. Да ладно, что за мистика на прямом месте? На миг от слов Оли у меня потемнело в глазах, как будто я не спал уже несколько дней и резко посмотрел на солнце. Неужели мама имела в виду... словно буквы Р. Рыба. Тоша, ты чего? Так сильно напугала? Оль, прости, да. До сих пор обморок не прошел. Румыния, да. Ничего страшного. Надеюсь, мама скоро вернется. А я уже кушать хочу. Я всегда кушать хочу. Я же
12 часов сидела в кладовой, пока ты не пришел. И я. Выдавив не слишком правдоподобную улыбку, я решил вернуться к себе в комнату. В смысле в комнату, а кушать? Главное не думать о плохом. И плохое не случится. Не всегда работает. Поправив очки, я решил хотя бы ненадолго забыть о проблемах. Оля хочет кушать. Какие ты? Ты что вообще здесь делаешь? Иди кормить сестру. Слишком их много за последнее время. Сейчас скримак будет. Сел на кровать. Поглядывая на дверь и обдумывая произошедшее за день, я неожиданно для себя понял, что моя сестра хочет есть, а я здесь. Все не так уж и плохо. Ну, конечно, неплохо. Я дружу с классной девочкой, хотя сегодня вообще мы не общались. Это, кстати, тоже очень странно, да? Но она посмотрела на меня. Ну, хоть что-то. А я-то чего? Я-то шестиклассник, я и не подошел даже. Кстати, Лилия Павловна постоянно звала ее и Катю куда-то. Интересно, они дружат? Даже не знаю, какая была бы моя реакция на их дружбу. Два разных человека? О чем это я? Через Катю я мог бы больше узнать о Полине. На таком этапе дружбы уже можно у Полины все спрашивать. Но не все будет так просто. Сначала я должен подружиться с ней. Однако не факт, что это ее разговорит. Наверняка Катя знает о Полине все. Вот не надо выдумывать. Вот когда знакомишься с человеком, не надо выдумывать. Зачем это тебе, ну? Антон все думает о разводе. Ну да, он уже давно женат, ему пора разводиться уже. Это уже, знаете ли, уже в 6 классе уже устал, наверное, от этой семейной жизни. Да она о каждом знает больше, чем он сам. Ну и знания свои бережет, будто дракон гору золота. Наверняка потребует что-то взамен. Душу, например. Но что я могу ей дать? У меня даже нет ничего. Да и рисунки ей мои не сдались. Эх, наверняка будет какая-нибудь просьба. Побыть псом на побегушках, например. Да я и так пес. Гав-гав. И дальше диалог. Гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав. От чего ребята будут не в восторге? Или же послать ее куда подальше и добиться всего самому. И тут добиваться, Антон. Ты уже сказал ей, что она тебе нравится. Она тебе ответила, что ты ей тоже нравишься. Ты что тебе надо еще? Ты что мутишь, крутишь? Трудный выбор шестиклассника. Легче всего не выбирать, а совмещать. Нет, Антон, в этой ситуации надо выбирать. Что если я буду пытаться добиваться Полины самостоятельно, но когда потребуется обращаться к Катьке, обращусь к Катьке. Мой план гениален. Да, как и все в моей жизни. От осознания этого улыбка сама поползла к лицу, растягиваясь до кончиков ушей. Я прям представляю это. В эти секунды я, наверное, стал похож на Ньютона, который открыл закон всемирного тяготения. Естественно. Именно так все и было. А как полагается порядочному первооткрывателю, вдохновившись своей затеей, я решил немедленно ее зарисовать. Это что сейчас будет за рисунок? Понимая, что это может выглядеть как помешательство, я все же начинаю писать. Или писать. Не знаю, может быть он когда рисует, пишет. В смысле писает. С чего бы начать? Это план? Папа мне говорил, что хороший день начинается с хорошего завтрака. Антон, там сестра сказала, что хочет есть. Почему ты здесь? Значит, нужно было начать его день с хорошей Полины. Что? С хорошей Полины? Как это понимать? 3 глава закончилась... А это не важно, потому что эта игра начинается со 2. После хорошего завтрака нужно как следовало поработать. Все рассуждения, с какого момента начинается эта сюжетная линия, в первой части. Господа, переходите, смотрите, мы там разбирались и вроде бы как определились, откуда все начинается. После хорошего завтрака нужно следовало поработать. После работы наступает расслабление и отдых. Как раз под отдыхом я подразумевал прогулку с Полиной после школы. Так, что за план? Поговорить с Полиной завтра, пойти с ней домой вместе. Отлично. Ага. Не помнишь, какая тут концовка? Так я еще не знаю, какая здесь концовка. Я не могу тебе рассказать. В смысле, это уже Other Story. Мы уже не в оригинал играем.
Это уже альтернативная вселенная, которая существует в своем мире. Это Marvel, а то DC. Тут как бы уже все. Не смешивайте вот это вот все. Что бы еще написать? Песню напиши, иди сестру покорми, блин. Телефонным разговором? Нет. Карина, привет. 3 глава не закончилась. Косимус, я не понимаю, о чем ты говоришь. Это другая история. Там 3 глава закончилась чем-то, я не помню. А 3 глава никак не связана с этой историей. Эта история начинается со 2 главы. Все рассуждения в первой части Another Story. Вот так. Так, поговорить с Полиной. Так, подчеркнув цель на завтра, я вновь вернулся в кровать. Ну а что? Делать мне больше нечего. А когда насчет уроков? Дом, школа. Алиса куда-то делась. А друзей пока информации нет никакой. А возможно ли личная жизнь в 6 классе? Да, возможно. 6-классная жизнь называется. Оригинальная история закончилась чем? Тем, что пропала Катя. Вроде. Тем, что мы выходим к доске и видим на доске розыска Катю. Вот чем закончилась оригинальная история. Вроде, если не ошибаюсь. Телефонный разговор — это там где-то посередине 3 главы. Я посмотрел в потолок и вспомнил фразу, которую слышал год назад. Любви все возрасты покорны. Лучше не скажешь. Даже странно, что Катя и Полина ни с кем не имеют отношений. Ну нифига себе. Там с Катей вообще-то отношения, ты сам знаешь, непростые. Не знаю. Городские девочки всегда ходили за ручку со старшими ребятами. Здесь все по-другому. Может, потому что старшие ребята здесь отбитые гопники, от которых разит табаком и дешевым пивом? Вспомнив друзей, я откинул подобные мысли куда-то подальше. Оля, Антон, спускайтесь вниз. Ура, мама приехала! Топот сестры вниз по лестнице был слышен через дверь. Я поспешил за ней. И папа приехал. Привет. Поздоровавшись, я вдруг увидел то, что не наблюдал уже очень долгое время. Мама стояла рядом с папой, а Оля между ними. Это было так по-семейному. Привет, Антон. Как дела у вас? Куда ездили? По делам. И в магазин еще заехали. О, мы с Антошей как раз кушать хотим. Сейчас поедим. Ура! Мама удалилась на кухню, а я подошел к папе и тихо спросил. А по каким делам? Да так, в банк местно ездили. О, как там в банке? Я видела на картинках огромные залы. Блестящие такие. Все понемножку. Все немножко по-другому, Оленька. Ха-ха-ха-ха-ха. Ахахахаха. Когда-нибудь и я в банк поеду. У папы сегодня хорошее настроение. Надеюсь, у мамы тоже. Ну ладно, дети. Может, пока пойдите поиграйте. Можете пока пойти поиграть. Папа дал мне и Оле по жевательной конфете. Немедля, ни секунды, мы тут же закинули их в рот. Клубничная, одна из моих любимых. Дабл, ура. И доживав сладость, Оля стремительно убежала на 2-й этаж. Спасибо, пап. Поднявшись в комнату, я с удовольствием и даже немножко, сказать, с радостью стал разглядывать свои рисунки. Что? Свои рисунки, вид из окна? Разглядывать свои рисунки, запятая, вид из окна, наверное. Не знаю. Однако что-то заставляло меня беспокоиться. Что-то засело глубоко внутри, заставляя ожидать чего-то нехорошего в скором времени. Зевнув, я понял, что изрядно измотался за весь школьный день. Слишком много всего произошло. Допрос милиции, Катя еще со своими вопросами. Разговор с ней должен заинтересовать меня. Или, ребят, что-то это... как и воришка Вовы. Куда это я? Вновь сел на кровать.
и задумался. Завтра будет довольно продуктивный день. Расскажу интересную информацию ребятам, попытаюсь наладить отношения с Катей и провожу до дома Полину. Подумай бы я так в свой первый школьный день, я бы рассмеялся. Сейчас это реальность. Местами суровая, но в целом приятная. Только непонятно одно. Куда пропала Алиса? Она забыла меня? Или я ее как-то обидел? Да и ладно. Я и без животных... и без животных этих хорошо. Коля сова пару дней уже не прилетала, отчего я почти всегда в хорошем настроении. Или Оля. Жизнь налаживается. Но надо быть готовым к возвращению кошмара. Гараж, хозяин леса, девочка в маске лисы. Все это не просто так. Так. Угу. Оставшийся вечер я провел за выполнением домашнего задания. Даже так и не спустившись поесть. Решение примеров давалось большим трудом, ведь все мысли были забиты завтрашним днем. Неужели у меня появилось желание идти в школу? Когда Семен пропал, в ней стало заметно спокойнее и тише. Надолго ли это продлится? Задумавшись, я отложил ручку и встал из-за стола. Время позднее, но спать совсем не хотелось. Поглядывая в окно и вслушиваясь в тишину комнаты, я вдруг ощутил одиночество. Иногда мне действительно не хватает человека, которому я мог бы отдать часть себя, поделиться чувствами, переживаниями. Оля еще слишком мала для этого, а у родителей свои заботы. Что ж со мной не так? Я просто хочу быть услышанным. Я не хочу играть роль Антона Хулигана или Антона Романтика. Я хочу быть самим собой. Хочу, чтобы все перестали носить эти человеческие маски хладнокровно. Как же меня все это достало. Алиса была права. Все люди носят маски. Они хуже зверей. Отпетые хулиганы на самом деле внутри обычные недолюбленные мальчики. А самая добрая девочка – жалкая сплетница. Самая добрая с какого времени? А что с Полиной? Ладно, пора спать. Хватит уже ныть и жаловаться на всех. Я, между прочим, сам эту маску носил. Но от этого не легче. Школьный день обещал быть насыщенным. И ничто не должно было его испортить. Ничто. Я на это надеюсь. Кроме скримера. Я бодро встал с кровати и стал заправлять ее. Почему-то на утро желание идти в школу поубавилось. Остается надеяться, что все пройдет гладко. Дела сделаны, пора в путь. А что там, позавтракать? Дела сделаны, пора в путь, позавтракать не забудь. Выйдя за порог дома, я заметил, что это не мой двор. Подсознание сразу же разразилось вскриком: «И где я?» Кромешная тьма не давала тщательно осмотреть местность. Но это утро зимой в школу, когда идешь, еще темно. И лишь благодаря белому снегу я смог чуть-чуть понять, где я нахожусь. Это то самое место из сна, где ноги мои подкашивались, а холод пробирал до костей, не пуская мысли ни о чем другом, кроме смерти. Но сейчас я был полон сил, да и ветер не так сильно кружил снег, заметая следы. А ветки не старались разорвать меня в клочья, а лишь мягко скользили по куртке. И хоть окружение сейчас не было столь враждебно пугающим, как ранее, мне все равно было не по себе. «Здесь есть кто-нибудь?» Ответа не последовало. Надеюсь, никого и вправду нет. Я продолжил путь. В кромешной лесной тишине слышалось только подвывание ветра и мои осторожные шаги. Главное, не нарваться на неприятности. Но это сон, правильно? Небо начало светлеть. Либо я проснулся слишком поздно, либо весна наступила раньше времени. Если я не в своем дворе вышел, наверное, это сон. Пройдя дальше, я заметил, что лучики солнца все больше начинают пробиваться сквозь ветки спящих деревьев. Тут уютно. Не так, как во сне. Интересно, есть ли здесь моя пушистая подруга? И такая ли она злая? Я ведь ее друг? Зачем нам ссориться? Оставив мысли о Алисе, я пошел дальше. Есть ли что-то в конце этого леса?
Во сне я замерз и не мог идти дальше, но сейчас все заметно лучше. Я продолжил путь. Стало совсем светло. О, здесь очень красиво. Но из головы не выходят мысли о моем сне. Это его продолжение? Или это все же наяву? Вдруг вдалеке я что-то заметил. Тут кто-то есть? Что это был за звук? Поежившись, я шагнул в луч света. Эй! Не прячься! Или лучше прячься. Наш зайчик. Первый нашел. Первый. Кто здесь? Кто-то рычит. По-звериному рычит, но при этом умеет говорить. Зайчик наш. Зайчиком меня называла только Алиса. Да ладно, не только. И голос у нее был другой. Ребята... вон же он появился, я его не заметил. Ребята, это вы? Мы. Кто? Хватит игр, выходите. Кое-как собрав себя в руки, я собрал храбрость. Я не боюсь вас. Это смешно, мой голос дрожал. Только позови нас. Кого? Не стоило спрашивать об этом у голоса из леса. Позови. Страх стал отбивать меня и сдавливать мое тело. Я не знал, что делать. Я даже не знал, откуда доносится голос. Если я попытаюсь убежать, то меня могут... То я могу нарваться на... капкан? Что мне делать? Я зову вас. Оригинальная озвучка подъехала. Вой? Вой? Волка? Волка? Неужели это случилось? Наш зайчик вырос. Алиса, здесь кто-то есть. Будь осторожна. Алиса стояла ровно, словно она обездвижена. Не бойся, здесь тебя никто не тронет. Ты знаешь его? Глупенький зайчик. Здесь все друг друга знают и любят. С нами ты в полной безопасности. Алиса проигнорировала мой вопрос. Ты поможешь мне найти путь до моего дома? Кажется, я заблудился. Ну что, ты миленький, не перестаешь нас удивлять. Ты дома. Ты в безопасности. Ты с нами. Ты наш. Наш. Глаза Алисы зловеще засверкали, а контраст неожиданно накрутился. Она изменилась. Ее шубка намокла, потяжелела, тусклый мех свисал с воротника, показались острые зубы. Наш. Почему-то не добавили. Наш зайчик. Для медведя. Для лисы. Зайчик, покушать принеси. 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 Ну и 100 раз принеси. Вау. Дошик, привет. У нас тут мистика подъехала. Мне страшно, я ливаю. Видел бы ты свое лицо, Антоша. Ахар. Хорош. Дошик, ну конечно помню. Как можно забыть Дошик? Ахахаха прозвучало, да? Пора штанишки менять, Антошка. Заскулил пес. А вы совсем... вы совсем рехнулись? Я, дрожа от страха, еле держался на ногах, чтобы не упасть в снег. Агар говорит, что заблудился. Так, а сам возле дома стоит. О,
Фух, у меня сердце в пятки ушло. Да ладно тебе, Антошка. Мы просто разыграть тебя хотели. И посмотрел в довольные глаза подруги. Я посмотрел. Страх быстро стал отступать, а штаны сохнуть. Алиса, кто это? Я указал на человека в маске волка. Ах, Антошка, негоже показывать пальцем. Ой, простите. Не в обиде. Осмотрев волка, я приметил его одежду. На груди и плечах был серый мех, так похож на настоящую волчью шерсть. Он же был и на рукавах. Из-под скалящейся маски совсем не было видно глаз. Ведет себя как самый настоящий волк. Рычит, скулит и воет. Что же это за маскарад такой? Пока одни дети пропадали, другие пугали прохожих странными одеждами. Чтобы разрушить неловкую паузу, я решил спросить: Алис, а куда ты пропала? После драки в лесу я тебя больше не видел. Ой, какой невнимательный. Я всегда была рядом с тобой. Несмотря на дружелюбие Алисы, я немного насторожился. Следила за мной? И весьма умело, раз я ни разу не обратил должного внимания. Глупенький. Долго мы еще будем болтать? Я хочу веселиться. Терпение, дружочек. Для нашего веселья кое-кого не хватает. В голосе Алисы прозвучала какая-то интрига. Ну когда мы уже начнем? Когда мы уже найдем его? Ох, когда рак на горе свистнет. Волчок как-то недовольно задрожал. Чего скалишься? Сейчас еще и нашего зайчика напугаешь. Алиса еле заметно кивнула головой в мою сторону. Не люблю, когда мне так отвечают. Мое право. Как тебе отвечать? Не зазнавайся. Укушу за жопу. Ха-ха-ха-ха. Да, явно ты зазнался, дружочек. Это ты явно зазнался, дружочек. Забыл, что в прошлый раз было? Голос Алисы поменялся. Она тряхнула головой, и тьма маски тут же скрыла ее глаза. Картина была точь-в-точь как во сне. И при нашей первой встрече. Приняв угрожающий облик, лиса шагнула к мальчику. Тот заметно попятился. Ау, ну почему ты... Почему ты считаешь себя главной? У тебя был... я был первый. Кто его нашел? Наблюдая за разочаровавшейся картиной, наблюдая за разворачивающейся картиной, я не хотел вмешиваться. Но подсознание говорило, что я поступаю неправильно. Ребята, может вы не будете ссориться? Заяц, ну... Погоди. Пока дай разобраться. Ладно. Кажется, я сделал все, что мог. Лес доволен мной. Лес и мной доволен. А будешь и дальше так разговаривать с нашим зайчиком, почувствуешь на себе его гнев. Алиса сделала еще один шаг. Но-но. Ау. Волчок хотел что-то возразить. Но в этот момент Алиса резко дернулась и прыгнула к нему. Бу! Далее все произошло как будто в замедленной съемке. Не ожидал такого резкого выпада со стороны Алисы. Волчок не удержался и с громким хлопком грохнулся на снег. Ахахахаха. Ой. Сколько уже друг друга знаем, а ты все никак ко мне не привыкнешь. Кто бы ко мне привык? Волчок медленно поднялся и стал отряхиваться налипший на шерсть снег. Ой, да не злись ты. Мы все друг друга понимаем и любим. И веселиться будем тогда, когда кое-кого отпустят. А кто кого отпустит? Алиса развернулась ко мне, от ее белой пугающей внешности не осталось и следа. Скоро узнаешь, Антошка. А до тех пор жди. Да, мы скоро придем за тобой. Хорошо, буду ждать. Ой, чуть не забыла. Ты обронил. Что там, кучу какашек? В следующий раз будь внимательней. Для Алисы это, похоже, важно. Спасибо, наверное. О, взять. А я могу не брать?
Нет, не могу. Я могу только брать. Я взял. Отсылка на «Ну погоди», да. Засчитана, как говорится. Так, еще раз посмотрев на Алису и на мальчика в костюме волка, я принял маску. Обронил таблетки. Причем давно. О! Ну ё-моё. Как неожиданно, но ты, к сожалению, можешь понимать, что на этом наш стрим закончен. Глава 3. Срез под корень. Следующая глава... Блин, надо название глав, наверное, в название оставить. Хотя цифры тоже подходят, да? Тебе видно все хорошо и легко ориентироваться. Да, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Дорогой зритель, который смотрит в записи, если ты смотришь вторую часть и не посмотрел первую, ты посмотри, мы там рассуждаем о том, откуда происходит событие, с какого момента. Вот чтобы как Косимос не спрашивал, да? Ну и получается... Поддержать канал сегодня ты уже можешь не только просмотром и лайком, но и донатом, как спонсорским, да, как на кнопку супер спасибо, на кнопку на стриме супер стикер, что-то такое, и что-то там еще, и супер чат, и супер стикер. Ну и в общем-то все. Ссылки на Discord и канал, и все остальные ресурсы в описании под видео. И до встречи на следующем стриме. Пока.